Питер увидел вдалеке какое-то движение. Он знал, что ему нужно быть осторожным. Поступали сообщения о хищниках в этом районе. Питер подошел поближе, чтобы посмотреть, тот ли это медведь, которого он искал. Затем что-то еще привлекло его внимание. Он увидел черного медведя, но медведица несла на руках младенца. Питер побледнел. Он никогда в жизни не видел ничего подобного. Он должен был убедиться, что с ребенком все в порядке, однако существовала одна огромная проблема. Медведь отказался отпускать малыша. Питер медленно подошел к медведю сзади. Медведь только что опустил ребенка на землю. Возможно, это его шанс доставить ребенка в безопасное место. Медведь обернулся. Сначала Питеру показалось, что медведь его не заметил, но потом он увидел, что поведение медведя изменилось. Это было совсем нехорошо. Питер почувствовал, как его сердце подпрыгивает в груди. Он никогда раньше не испытывал такого страха. Питер пристально посмотрел на медведя. По своему опыту рейнджера он знал, что ему не следует делать резких движений. Он должен был стоять совершенно неподвижно. Одно неверное движение, и это может стать его концом. И тут медведь отреагировал. Медведь схватил ребенка вместо того, чтобы броситься на Питера. Он быстро убежал. Питер попытался разглядеть, куда он направляется, но все происходило слишком быстро. Ему пришлось быстро сообщить своим коллегам, рейнджерам, чтобы они подготовили спасательную группу для ребенка. Но была одна проблема. Его товарищи, рейнджеры, вообще не поверили Питеру. Питер отчаянно нуждался в помощи, но, похоже, не собирался от нее отказываться. Он настаивал на том, что видел медведицу с младенцем. Питер решил, что возьмет дело в свои руки. Ему пришлось вызвать полицию. Питер вызвал полицию. Все его товарищи, рейнджеры, говорили ему, чтобы он оставил это в покое. Они все думали, что Питер сходит с ума и ему мерещатся странные вещи. Питер отказался слушать. Он рассказал полиции о том, что происходит. Они немедленно прибыли со всеми доступными офицерами в этом районе. Первые полицейские прибыли на место происшествия через несколько минут. Они очень серьезно отнеслись к звонку Питера. Скоро прибудет подкрепление. Затем босс Питера велел полицейским зайти в его кабинет. Когда они вышли, то проигнорировали Питера и направились прямо в лес. Быстро прибыло еще несколько полицейских. Они велели Питеру оставаться на месте. Они казались довольно сердитыми. Питер понятия не имел, что происходит. Что его босс сказал этим офицерам. Когда Питер столкнулся с ним лицом к лицу, он велел Питеру сесть и подождать. Скоро его допросят. Питер был сбит с толку. Офицеры вернулись через несколько минут. Питер был удивлен. Они, конечно, не обыскали весь лес за несколько минут. Должно быть, здесь происходило что-то еще. Питер скоро получит ответы, когда офицеры войдут в кабинет. Питера расспросили о медведе, которого он якобы видел. Они также спросили его о ребенке. Питер знал, что он видел, и никто, казалось, не воспринимал его всерьез. Он должен был докопаться до сути этого дела. Полиция сказала Питеру, что они скоро уйдут и что они не находят это смешным. Питер не выдержал. Питеру было запрещено покидать офис, и его босс все равно хотел с ним поговорить. Он стал по-настоящему эмоциональным из-за всего того стресса, который он испытывал. Питер разрыдался. Он потребовал от своего босса, чтобы они отправились на поиски ребенка. Но было кое-что еще, что шокировало Питера еще больше. Питер был отстранен от работы. Его босс сказал ему, что он больше не может работать рейнджером. Питеру действительно казалось, что весь мир был против него. Его босс и коллеги, рейнджеры, верили, что с Питером происходит что-то действительно ужасное, что он видел вещи из-за травмирующих событий в своей жизни. Затем они попытались уговорить Питера пойти на терапию. Они с женой только что потеряли ребенка. Вот почему ему никто не поверил. Они думали, что эта травма все еще свежа, и что он представил себе медведицу со своим собственным ребенком. Питер всем сказал им, что это не так. Тогда у него появился план. Он бы во всем разобрался сам. Питер решил, что отправится в лес ранним утром.
Он подошел к своему лучшему другу Якобу, коллеге, рейнджеру. Он был удивлен, увидев Питера. Он слышал о том, что произошло. Питер объяснил ему всю историю. Питер продолжал бессвязно рассказывать о ребенке и медведе по дороге в лес. Якоб продолжал думать, что Питер окончательно сошел с ума. Он чувствовал необходимость позвать на помощь, но что-то удерживало его от этого. Когда они наконец добрались до того места, где Питер видел медведя, Якоб кое-что заметил. Якоб заметил вдалеке какие-то следы. Он сразу же был заинтригован тем, что обнаружил. Он слышал о медведях, обитающих в этом районе. Но это определенно было нечто большее, чем обычно. Они действительно нашли следы черного медведя. Якоб начал верить, что Питер, по крайней мере, видел медведя. Он все еще сомневался насчет ребенка, наконец он замечает ребенка. Питер быстро подбегает к малышу, который на первый взгляд кажется невредимым. Питер испытывает облегчение и гордость. Но потом он понимает, что должен выбраться из пещеры как можно быстрее. У него нет времени, чтобы тратить его впустую. Он слышит шум вдалеке. Питер понимает, что медведь возвращается. Он быстро выключает свет. Он слышит, как медведь расхаживает по пещере. Питер думает, что медведь понял, что малыш пропал. Затем ребенок внезапно начинает плакать. Питер пытается успокоить ребенка, но уже слишком поздно. Питер понимает, что медведь заметил его. Включив свет, он смотрит медведю прямо в лицо. Медведь загнал Питера в угол. Питер все еще держит ребенка на руках. Медведь, кажется, очень осторожно приближается к Питеру. Затем Питер слышит еще какие-то звуки. Ни с того ни с сего медведь, засыпает. Питер понимает, что медведь был застрелен какими-то успокоительными дротиками. Затем он слышит вокруг себя множество звуков. Сами того не осознавая, еще больше рейнджеров побежали внутрь пещеры, чтобы спасти Питера. Якоб позвонил им прямо перед тем, как они отправились в лес. Но они еще не закончили. Они все еще понятия не имели, откуда были родители ребенка. Полиция не заявляла ни о каком пропавшем ребенке. Рейнджеры с помощью полиции доставили ребенка в ближайшую больницу. Питер получил свои извинения, но был полон решимости докопаться до сути этой тайны. Скоро они все раскроют ребенка, осмотрели в больнице. Сразу же по прибытии группа врачей забрала ребенка для осмотра. Питер не выпускал ребенка из виду. Полиция разрешила Питеру остаться с ребенком. Они также взяли образец ДНК, чтобы идентифицировать ребенка. После множества проверок оказалось, что ребенок здоров. Каждый час Питер проверял, есть ли уже результаты из лаборатории. Он слышал, что они забрали и медведя, чтобы осмотреть его. Питер не спал уже 24 часа, когда наконец получил кое-какие новости. Но это была не та новость, на которую он надеялся. Медведя отпустили обратно в лес, и Питер был рад, что животное в безопасности. Но как же ребенок? Никто этого не искал. Питер почувствовал отчаяние. Его жена тоже приехала и уговаривала его отдохнуть. Затем капитан полиции вызвал Питера в кабинет. Они установили, что медведь обеспечил безопасность ребенка. Он был хорошо накормлен, и малышу не причинили никакого вреда. Они также выяснили кое-что еще. Пришли результаты анализа ДНК. Когда капитан полиции рассказал Питеру всю историю, он разрыдался. К сожалению, родители ребенка были найдены в лесу. Очевидно, они попали в автомобильную аварию со смертельным исходом. После аварии медведь забрал ребенка к себе. Они также не смогли найти ни одной семьи. Питер не знал, на что смотреть. Затем он посмотрел на свою жену, и они оба поняли, что нужно делать. В конце концов, они усыновили ребенка и воспитывали его как своего собственного. Питер и его жена никогда в жизни не были так счастливы. Питер снова получил свою работу рейнджера и чувствовал себя на вершине блаженства. В конце концов, его сын тоже стал рейнджером, как и его отец.